Если этот шаг изменит ход карьеры двух участников BTS и одновременно повлияет на их отношения с миллионами поклонников по всему миру, то почему HYBE, агентство, известное своей осторожностью в любых публичных заявлениях, внезапно выпускает официальный документ, прямо упоминающий имена Тэхёна и Чингука? Эти вопросы сейчас эхом разносятся в сообществе ARMY, вызывая волну спекуляций, оживленных дискуссий и растущего беспокойства. Заявление, сделанное в ранние утренние часы по сеульскому времени через официальные каналы HYBE, содержало формулировки, которые для части поклонников показались двусмысленными, но в то же время глубоко значимыми. Оно не только разъясняло ситуацию, но и сигнализировало о введении новой политики, напрямую затрагивающей деятельность, свободу и даже будущее этих двух идолов. Хотя о внутренних проблемах прямо не говорилось, тон документа был достаточно жестким, оставляя широкое поле для интерпретаций и подогревая нескончаемое любопытство. Для ARMY имена Тэхёна и Чингука — это не просто два участника всемирно известной группы. Это иконы, за карьерой которых следят с особым вниманием, и любое изменение, связанное с ними, вызывает сильный эмоциональный отклик. Поэтому, когда HYBE решает объявить о политике, адресованной именно им, реакция публики оказывается закономерно ошеломленной. Многие немедленно связали это заявление с многочисленными слухами последних недель, от предполагаемых разногласий в руководстве до спекуляций о сольной активности каждого. Ранее подобные темы обсуждались лишь на корейских фан-форумах и в медиа. Однако появление официального комментария HYBE только укрепило ощущение, что за этим стоит серьезная основа. Некоторые отраслевые эксперты называют это редким стратегическим шагом для компании такого масштаба, который предпринимается лишь при реальной необходимости. В тексте выделяются несколько ключевых моментов. Во-первых, HYBE подчеркнула, что все участники BTS, включая Тэхёна и Чингука, следуют профессиональному пути, выстроенному для поддержки долгосрочной карьеры. Также упомянуто о ряде корректировок, сотрудничестве, расписании и публичной активности. Это слово звучит нейтрально, но на практике может означать многое, от изменения условий контракта до ограничения деятельности или смещения карьерных акцентов. Во-вторых, говорится о пересмотре приоритетов в работе артистов. Хотя в индустрии развлечений это не редкость, время и контекст делают тему особенно чувствительной. Тем более, в последние месяцы траектории Тэхёна и Чингука явно разошлись. Чингук более активен в международных проектах, а Тэхён сосредоточился на музыке с более личным и артистическим подходом. Эти различия породили предположение, что новая политика HYBE – реакция на изменившуюся динамику между ними. Кроме того, заявление завершается фразой, которую некоторые восприняли как предупреждение. Мы продолжим предпринимать необходимые шаги, чтобы все наши артисты могли развиваться в здоровой и продуктивной среде. Хотя эта формулировка звучит позитивно, она невольно вызывает вопрос, значит ли это, что ранее существовали нездоровые или непродуктивные условия. На фоне шума корейские и международные СМИ попытались получить больше ясности, но представитель HYBE лишь подтвердил, что опубликованный текст полностью отражает позицию компании, и в ближайшее время комментариев больше не будет. Эта закрытая позиция только усилила волну домыслов. Для ARMY молчание сторон после публикации документа стало парадоксом. С одной стороны, оно выглядит как открытость, с другой — сопровождается ограничением информации, что порождает новые вопросы. Многие расценили это как продуманную стратегию коммуникации, когда HYBE пытается контролировать публичный нарратив и одновременно тестировать реакцию аудитории. Реакция фанатов в соцсетях оказалась колоссальной. В течение нескольких часов хэштеги, связанные с Тэхёном, Чингуком и HYBE, возглавили мировые тренды. Эмоции поклонников варьировались от шока, гнева и тревоги до безусловной поддержки. Были и те, кто пытался смотреть на ситуацию рационально, напоминая, что индустрия развлечений полна внутренних процессов, которые не всегда раскрываются публике. Тем не менее, коллективное любопытство только усилило внимание СМИ и общественности к этой теме. Музыкальные аналитики считают, что шаг HYBE может быть частью стратегии адаптации к изменениям рынка и ожиданиям аудитории. В последние годы конкуренция в К-поп только растет, а новые группы привносят свежие концепции.
В этих условиях сохранение актуальности таких опытных артистов, как Тэхён и Чингук, требует стратегических действий, порой сопровождающихся значительными изменениями, даже если они несут риск краткосрочной полемики. Так или иначе, это заявление стало важной вехой в отношениях HYBE, BTS и ARMY. Это начало ограничения индивидуальной роли участников в определенных проектах или же, наоборот, форма защиты их психического здоровья и профессионализма на долгую перспективу? Ответ станет ясен лишь со временем, но одно можно сказать точно – этот документ уже оставил заметный след в динамике отношений между идолами, агентством и фанатами. Сообщение появилось в официальных аккаунтах HYBE в соцсетях и на новостном сайте компании ровно в 1 час 12 минут по сеульскому времени. Первая фраза сразу задает серьезный тон. Мы считаем важным прояснить направление деятельности наших артистов, в частности Тэхёна и Чингука, чтобы избежать недопонимания. Слово «прояснить» в мире артист-менеджмента обычно используется, когда слухи или проблемы начинают выходить из-под контроля. Интересно, что HYBE не стала прямо отрицать наличие слухов, а ответила более широким политическим заявлением. Это породило версию, что документ – стратегическое решение, а не импульсивная реакция на сплетни. В нем выделяются 3 ключевых послания. Первое – скрытое признание, что деятельность Тэхёна и Чингука в ближайшее время пройдет стратегическую корректировку. Второе – акцент на важности согласования видения между артистом и компанией. Для отраслевых аналитиков это важный сигнал. Серьезное расхождение видений нередко приводит к пересмотру контракта или даже к возможному расторжению в будущем. Третье. Обещание обеспечить здоровую и продуктивную рабочую среду для всех артистов, что подразумевает оценку текущих условий, скорее всего, связанных с давлением общественности, плотным графиком и психологическим состоянием идолов. Неожиданным стало то, что все это объявлено одновременно и публично лишь в отношении 2 имен – Тэхёна и Чингука. Почему это не касается всех участников BTS? Отсюда и пошли разные версии, от предположений о внутренней динамике до новых стратегий брендинга, сфокусированных на этих 2 участниках. До выхода заявления Mirk Pop уже будоражили слухи о сольных проектах обоих. Так, Тэхён, по данным некоторых источников, готовит музыкальный проект, радикально отличный от имиджа BTS, включая сотрудничество с международными джазовыми и R&B-музыкантами, что, возможно, потребует длительного периода промоушена за пределами Кореи.